Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Да, дорогие, вот в таком красивом уходящем закате сегодня гороскоп. Знаю, что ждете, знаю, что строите планы, знаю, что ретроградный Меркурий, знаю, что личная жизнь, работа, дела, конец года. Все это знаю, все это успеем, как говорится. Да, в начале декабря у нас с вами разворачивается Нептун на небе, поэтому здесь будет немножко сложновато в плане эмоций. Все будут со стороны такие вот прям вот эмоциональные, стрессовать будут. Состояние будет у вас такое, что вас все раздражают. Поэтому первая неделя декабря в работе будет немножко сложноватая. В работе и в личной жизни, в принципе, да. Состояние такое будет у людей вокруг эмоциональное. У вас же, дорогие девы, все будет четко. Следуйте по своему плану. Все будет замечательно, все будет хорошо. Не нужно распыляться, не нужно рассеивать свою энергию, потому что еще, как говорится, успеется. Первая неделя декабря в работе сложно эмоционально, зато вторая неделя декабря, несмотря на то, что уходящий лунный цикл, прекрасное время для работы, прекрасное время для совершения всех своих дел в уходящем году. Все, я бы так сказала, в земных знаках, прекрасные аспекты с планетами, можно вкладывать деньги, можно распределять финансы, прекрасно зарабатывается, прекрасно происходит подписание договоров и всех остальных бумажек для того, чтобы качественно завершить уходящий календарный год. Прекрасное время вложиться в ювелирку, в недвижку, в ценные бумаги, для того, чтобы отложить себе денежки на неприкосновенный запас, потому что, еще раз говорю, прекрасная неделя для вообще любых финансовых операций, валютных операций и тому подобное. Все в земных знаках, еще нет ретроградного Меркурия, и это хорошо. Что касается третьей недели декабря, с 12 декабря у нас с вами новый лунный цикл. Здесь же у нас и ретроградный Меркурий наступает на пятки. Да, мои дорогие, поэтому здесь что? Обязательно внимательно относитесь к тому, что подписываете, что делаете, что не доделали, к данным обещаниям, ко всем доставкам, поставкам. Конечно же, лучше все это сделать, организовать, оплатить и спланировать. И лучше бы, конечно, завершить все эти процессы в ноябре, либо же первые 2 недели декабря, потому что последние недели декабря и первая неделя января – это время ретроградного Меркурия. Понимаете, что люди вокруг будут притормаживать все, что связано с транспортом. Поэтому здесь, мои дорогие, еще в работе будьте аккуратны. Время такое, что еще уходящий год. Все хотят закрыть свои хвосты, доделать. Невнимательность будет сплошь и рядом. Ретроградный Меркурий еще накладывается. Поэтому здесь, конечно же, в работе будьте осторожны. Самые требовательные, принципиальные, осторожные достигнут успехов. Если же у вас этого нет, если вы будете распыляться, эмоционировать, велика вероятность совершить ошибок, наделать себе дел, с которыми придется разбираться в январе. Поэтому, дорогие, будьте аккуратны. Это касается последних 2 недель ретроградного Меркурия, последних 2 недель декабря уходящего года. Финальная неделя декабря в работе же. В работе хорошее время, потому что будет разворачиваться Юпитер, да, планета удачи, планета хороших покупок, благоприятных событий, материальных благ, социального статуса, разворачивается из ретроградного движения. И поэтому, мои дорогие, мы, как говорится, снова с удачей, да. Есть время для того, чтобы планировать, есть время для того, чтобы действовать. Опять разворачивать вспять, то есть нормальное положение, все свои заграничные поездки, тусовки, мероприятия.
заграничные проекты для того, чтобы, как говорится, начать зарабатывать еще больше. Еще раз напоминаю, что Юпитер — это планета, которая работает именно с международными проектами. Естественно, если вы работаете с международными проектами или регулярно едете за границу для того, чтобы поднять свое эмоциональное состояние, для того, чтобы расширить кругозор, значит, денежек у вас тоже будет больше. Поэтому, мои дорогие и любимые девы, про вас это говорю, потому что для вас это не пустой звук. Если же у вас есть финансы, значит, у вас есть настроение, значит, у вас прекрасное здоровье. Это очень важно для дев, еще раз напоминаю. И, конечно же, после всех выпущенных гороскопов выпущу большое видео про дев. Пока только про Овна и Скорпиона, про агрессивные знаки, будет еще про дев. Поэтому такая небольшая отсылочка к видео, да. Поэтому, дорогие мои девы, почему говорю про деньги? Потому что для вас это важно. Вообще про деньги для всех знаков зодиака важно, но для дев особенно, да. Поэтому есть деньги, есть и здоровье, есть удовлетворение, самореализация и тому подобное. Итак, последняя неделя декабря, время подводить итоги, подводить черту, что сделали в работе, чего достигли, чего не достигли, но еще можно достичь. Сразу вам говорю, дорогие девы, не ждите очень много, подводя итоги декабря, потому что месяц на самом деле, что касается в работе, будет эмоциональный, будет ожидание и реальность не совпадать. Естественно, если было вложено много, если было ощущение, что вы прям переработались, перетрудились и не получили того, что вы рассчитываете, да, что ожидалось, не расстраивайтесь сильно, придет более удачный 2024, да, високосный, да, год, который полон эмоциональных различных событий, которые нам не всегда нравятся. Но, тем не менее, все те проекты, которые не дали осуществиться в декабре, в январе с разворотом Юпитера уже начнут складываться совершенно по-другому. И здесь, конечно же, это настроение не оставляет не радоваться. Еще последнюю неделю декабря смажет, конечно же, агрессивный Марс, который будет в напряжении, да, и здесь, конечно же, необходимо понимать, что излишняя агрессивность не поможет. Для того, чтобы скомпенсировать нервное напряжение, физическую агрессию и тому подобное, запишитесь в спортзал, сходите в бассейн, потратьте любую силу, любую физическую эмоцию для того, чтобы не натворить дел. Ни в коем случае в таком состоянии не садитесь за руль, не грубите близким, потому что последняя неделя декабря еще и напряженное состояние и оппозиция с Ураном, который захочет как раз-таки всех разругать и рассорить. По крайней мере, мы будем все подвластны этой оппозиции. Поэтому еще раз, мои дорогие, говорю, здесь держите эмоции при себе. Если хочется вспылить, поругаться, разругаться, то здесь, конечно же, сходите в спортзал, выплесните энергию физически для того, чтобы не предъявлять нереализованные амбиции и все то, что не получилось в работе своим близким. Что касается личной жизни, то любовь, отношения, естественно, это сфера, которая будет напряжена тоже в декабре, потому что декабрь – это исторически сложенный месяц в году, когда мы все подводим итоги всего того, что мы делали. У нас были планы, у нас были ожидания, да. И, конечно же, кто всегда страдает, если на работе все плохо? Конечно же, семья, конечно же, близкие, да. Поэтому, дорогие девы, любимые мои, практичные, понимайте, что этот момент пройдет. Момент напряжения, момент, когда мы не получили должного удовлетворения, да. В первой неделе декабря захочется поругаться на фоне завышенных ожиданий и требований, да, к партнеру. Вот захочется почувствовать себя жертвой, захочется сказать, а я только сидела или сидел, тебя ждал и тому подобное, пока ты там работаешь. Разные могут быть истерики на фоне, скелеты в шкафу, интрижки, романчики на стороне. Здесь, пожалуйста, внимательнее, аккуратнее относитесь к сказанным словам, к сделанным действиям, все, что вы делали ранее.
И прекрасное время для того, чтобы принести извинения, замириться, я бы так сказала, потому что, не просто потому что Новый год и тому подобное, да, нет, потому что те годы, которые вас связывают вместе, это есть то важное, которое вы строили и вкладывали туда силы и эмоции, да. Поэтому здесь понимайте, какие вы действия производите. Не напылите, не входите ни в какие интрижки. Советую, конечно же, не уходить из семьи, потому что это время закончится. Момент, когда разворачивается Нептун, это всегда такие скелеты в шкафу вылазят. Поэтому здесь посмотрите на свое внутреннее эмоциональное состояние, на состояние партнера, замиритесь, помиритесь, устройте себе романтический вечер, свидание, ужин, не знаю, сходите куда-нибудь со всей семьей, внесите в свой дом вот эти вот радостные эмоции, эмоции праздника, да, потому что вторую и третью неделю декабря вы явно будете работать, вам будет не до семьи, и здесь прекрасное время, чтобы расслабиться, в семье тоже все будет хорошо, но уходящий год будет, конечно же, давать свои эмоции. Последняя неделя декабря уже говорил, что в личной жизни момент неоднозначный, когда захочется вспылить, когда захочется разругаться, разворачивается Юпитер, планета амбиций или же нереализованных амбиций. Если вы не реализованы в работе, да, в жизни в своей, не занимаетесь делом, которое вам нравится, то, скорее всего, появятся те самые эмоции, которые будут вас раздражать, напрягать, и, естественно, захочется хлопнуть дверью, предъявить претензии партнеру и сказать: ты мне не нравишься, я ухожу, из-за тебя у меня в жизни все вот так. На самом деле не из-за партнера все вот так, а потому что каждый не живет своей жизнью, поэтому, дорогие девы, делайте только правильные выводы для того, чтобы не испортить свою личную жизнь, для того, чтобы понять, что, дело даже не в уходящем году, да, это вообще история личной жизни, это вопрос такой в долгую, да, понимаете, практично и четко понимаете, что вы не из-за денег, что это не из-за того, не из-за какой-то там позиции, а из-за того, что вам с человеком хорошо, вам с человеком комфортно, вашей душе с этим человеком комфортно, тогда все остальное, дорогие девы, вы сможете наладить в быту, в своей семье сами, своими ручками. Но, еще раз говорю, ретроградный Меркурий очень силен. Очень силен, и здесь, конечно же, понимаете, что вы говорите. Даже не сколько ретроградный Меркурий силен, сколько люди в него верят и позволяют вот этому настроению, которое будет подвержено, да, потому что движение планеты, оно же какое? Оно просто подсвечивает нам такие опасные моменты, где мы можем накосячить. Поэтому, дорогие девы, не косячьте в конце декабря, понимаете, время свойственно к тому, чтобы вы ошибались, чтобы вы делали не те выводы, да, чтобы вы сбивались, бросали, то есть терпение заканчивалось. Не выплескивайте свое терпение туда, куда не надо. Держите ответственность за свою жизнь, за свою личную жизнь, и все у вас будет хорошо, потому что поголовно мне сейчас пишут, что в личной жизни все начинает рушиться. Дорогие мои, это из-за наших же нереализованных амбиций. Поэтому начинаем развиваться, подводим итоги и идем вперед. Дорогие девы, вот под такой красивый закат я подвожу итоги вашего гороскопа на декабрь уходящего 2023 год. Дорогие мои любимые девы, 2023 год, говорю уже как речь президента, но нет, гороскоп на 2024 год для дев персонально будет в начале декабря, поэтому, мои дорогие любимые, еще только все готовится, я не президент ни в коем случае, рассказываю. 2023 год был сложный. Это тот год, один из немногих, который был пограничный между 22-м и 24-м високосом. То есть это год, когда мы реально, по-честному, вкладывали очень много сил, много терпения, много энергии, да, много душевных своих качеств. И этот год, когда мало что получилось. Редко у кого что-то получилось. На самом деле я это так говорю, судя по практике, судя по тому, что мне люди пишут, реально получилось у многих очень мало. Но я вам говорю, не обнуляйте все то, что вы сделали в 2023 году, ни в коем случае.
Идите в 24-й високосный год с ощущением, что там получится, что там, как я говорю, люблю говорить, транзиты догонят, да, аспекты соединятся, и вот вложенные еще больше силы окупятся. Это так, на самом деле. Потому что в январе разворачивается еще Уран, планета, которая затормаживает реальность, планета, которая заставляет нас работать с прошлым. Она разворачивается 24 января. И здесь, конечно же, у нас такой более такой карт-бланш для действий. Да? Всю весну мы можем прям работать, трудиться активно, строить этот мир. Уже не будет планет в ретроградном движении, все остальные планеты в директном движении, и многое будет даваться легко. Как раз-таки продолжит работу все проекты, которые были начаты ранее, да, все наши работы над ошибками, все те мысли, в которых мы думали, что мы ошибаем, если мы еще сделали глубинную работу над собой, то все оно даст, конечно же, те самые плоды, на которые мы рассчитываем, да. Завершайте качественно свой год, обязательно встретитесь с семьей, проведите этот праздник хорошо, не транжирьте деньгами, не транжирьте. Потому что планеты, которые будут приносить денег больше, только в январе начнут работать как надо, расхаживаться. И уже в феврале, в марте мы поймем, что такое по-настоящему хорошо. Да? Поэтому, мои дорогие девы, я желаю вам классно отметить праздники, подвести итоги, не обнулять все, что сделано вами. Да, это будет сложно, да, будут переживания, нереализованные амбиции будут души, да, как жаба самая сильная. Но, мои дорогие, придет январь, и вы прям поймете, что как будто что-то щелкнуло, как будто что-то замкнуло. Вот такой, казалось бы, простой и неоднозначный гороскоп на декабрь 2023 года резко остановилась, чтобы записать с такой красивой картинкой. Надеюсь, вам было эмоционально еще приятно, вы построили планы. Если же у вас, мои дорогие, любимые девы, есть персональные вопросы, оставляйте их в комментариях под этим видео. Главное помнить, для того, чтобы вам ответить на вопрос четко, мне от вас нужно дата, время и место вашего рождения. И, конечно же, ваш вопрос. Даже если он большой, даже если он на целый абзац, это нормально. Я все равно на него отвечу. Если же вопрос большой, развернутый, я отвечу на него еще больше. Пролистайте другие видео, смотрите, как я на большие вопросы отвечаю точно так же много, для того, чтобы понимать всю ситуацию, развернут. Если же у вас свой персональный вопрос, и вы не хотите, чтобы он виднелся здесь под видео, в шапке профиля ссылочка на сайт, там переходите в любой мессенджер, записывайтесь на консультацию, и мы с вами будем говорить только про вас и о вас час, полтора, два, сколько вам это необходимо. Дорогие девы, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вы сделаете разумные выходы в этом декабре. Выводы, да. И увидимся с вами в следующем ролике.